Ну что, фанатики сладенькой, но жуткой попочки, мы дождались. Мы дождались первого трейлера Poppy Playtime 4. Я его уже успел обсудить со всеми своими друзьями. Ой, прости, с тобой пока еще не успел. Значит, пока что не со всеми, но я уверен, что тебя преследовала мысль о том, что они в этот раз что-то довольно быстро дропнули трейлер 4-й части. Не прошло и года с момента выхода предыдущей, как мобы решили нас порадовать новой частью. Это так, Кнапика выпускали в районе 1,5 года после релиза мамочки. Но до этого разрабы сделали Project Playtime, о котором мы уже все забыли, а также полностью перелопатили графон Хагу-Вагу. И учитывая это, то уже не кажется, что третья часть долго делалась. Плюс-минус, как и эта, 4-я. Так что я не думаю, что к ней отнеслись с мыслью, что и так купят, можно и подзабить на качество. А почему я так думаю? Давай разберем все имеющиеся материалы по новой части, ведь уже контента море, в том числе и сам. Трейлер начинается с того самого момента, где закончилась третья часть, а именно когда мы с Попой спускались вниз по лифту, пока кто-то деребанил Киси-Миси наверху. А спускаемся мы в самый низ, на склад. Но уже с первых же секунд нашего пребывания внизу уже кто-то следит за нами, находясь при этом между труп и тяжело дыша. Причем я еще заметил некий красный газ, циркулирующий по трубам. Конечно, он сильно похож на кэтнаповский сонный газик, но я не думаю, что это именно его, ведь киски не должно быть в этой части. Ее пробил прототип и забрал к себе в тайную пещерку. Скорее всего, это просто рандомный дымок, который максимум будет препятствием, ограждающим проход, или не только. А вот на этом месте давай немного приостановимся, ведь тут нам проспойлерили новую перчатку. Я думаю, ты ее тоже сейчас заметил. На месте идентификации прохода красуется место для голубой перчатки. Причем не просто голубой, а еще, судя по всему, с микросхемами, как с фиолетовой перчаткой. Я совершенно не знаю, какой у нее будет функционал. Нам и в трейлере ее не показали. А случаем не станет ли она заменой легендарной синей ладони, с которой мы прошли всю игру, начиная с первой встречи с Хагу-Вагу, заканчивая потерей зеленой перчатки во время шокирования Кэтнапика. Наконец, в предыдущей части на левой руке у нас синяя перчатка, а на правой переключаемая фиолетовая, с помощью которой можно подпрыгивать на платформах, и оранжевая, которой можно стрелять небольшими яркими ракетками, отпугивающие мелких игрушек. А теперь появится и голубая, которая, наверное, будет схожа с фиолетовой. У них обеих есть небольшая микросхема, хоть и остальные схожести я не могу больше найти. Быть может, у нас украдут синюю руку, или же она будет переключаемой на грапаке. Пока не знаю. Очевидно только то, что голубая будет левой. Это видно по самому отпечатку на сканере. Хотя, если подумать насчет схожести с фиолетовой, которая нас отталкивает от платформ, то может голубая будет наоборот притягивать нас к платформам. И мы будем на ней летать, как Человек-паук на паутине. Скорее всего, я не угадал насчет ее функционала, но такая способность сама приходит на ум. Особенно внешне со схожестью с фиолетовой. Но скажи мне, правда же это было бы прикольно видеть в новой части Попки, пока на тебя бежит злая игрушка, а ты такой: Бэбэйзич, я полетел отсюда. И полетел от него, цепляясь к потолку над гигантской пропастью. Ведь находиться мы будем как раз в подземелье, где пещер будет очевидно много. Это можно было заметить по ходу просмотра всего трейлера, да если в скриншотах в стиме. Хотя о чем я? На этом же стоп-кадре само направление указывает на пещеры 1С. Так что мою теорию хоть немного, но можно все же подкрепить некоторыми фактами и аргументами. А ты как сам думаешь, прав ли я, или у тебя есть своя теория по ее функционалу? Поделись своим мнением в комментах под роликом, ну а я дальше, пожалуй, продолжу исследовать трейлер. Ведь у меня есть еще одна, на этот раз супер-пупер-мега-шиза теория. А именно, может нам наконец раскроют тайну главного героя, за которого, блин, мы все же играем. Уж слишком часто нам показали общий план, где в кадр попал сам человек, когда ранее такого я вообще не припомню, чтобы мы вообще хоть как-то могли на него взглянуть. Ведь огромная прослойка фанов до сих пор верит, что мы играем за желтый манекен.
боже. Ну да ладно, сегодня моя задача не обсирать детсадовцев, а попытаться высосать весь контент с трейлера. И судя по некоторым моментам, что попали в него, мы определенно играем за мужчину. Причем не абы какого, а довольно крепкого телосложения. Сам приглядись на эту тень. Явно виден крупный широкий торс. Явно он не блогер, сидящий за компом с ручками как спички. Причем не забываем, что он некогда был сотрудником этой фабрики, который незадолго до часа радости уволился и не был съеден. Плюс он в совершенстве пользуется гропаком, отчего он явно не левый чепух. Но неужели мы все же играем за педантичного и харизматичного Рича? Уж слишком часто он мелькал в кассетах как человек, у которого натянутые отношения с компанией, которая не вникала в его проблемы и предложения, а просто его понизила. Отчего по итогу и уволился. Неужели моя, зародившаяся еще со времен второй части, теория была верна? Что-то я немного возбудился. Надо немного подостыть. Это чистая теория, но осознание того, что мы играем за рандомного ноунейм, не дает мне покоя. Ведь это будет такой слив, что сразу становится печально. Но теперь мы однозначно знаем, что мы крепкий мужчина. И все. Но мое предположение еще со скринов в стиме небольшого тизерка, что мы находимся на складе, подтвердились. Ведь кругом стоят ящики, погрузчики, чтобы их перевозить, сам складской лифт, на котором мы спустились. Куча игрушек и логотип в несколько квадратов, который похож на коробки внутри ящиков. Ну что, разве не так? А раз мы находимся на складе, на самом дне, то не означает ли это случаем, что дальше идти некуда? Мы уже близки к финалу игры. И... божечки, к прототипу. Ведь он является самым главным антагонистом всей игры. Пока что. А то я знаю разработчиков, которые полностью могут перевернуть игру, где он еще станет главным другом. Чтобы точно у нас окончательно поехала кукуха. Но скорее всего в этой части его не покажут. А вот в следующем... уже есть небольшая вероятность. Хотя я все еще жду, когда мы попадем в лабораторию, в которой именно и оживляли эти игрушки. А ведь мы все ближе и ближе к ней. Ведь помимо разбросанных коробок на складе находятся камеры, где были заключены сами эксперименты. Тут даже гением не надо быть, чтобы догадаться до этого. Причем решетчатые двери стоят между обычных комнат, чтобы оградиться от разъяренных экспериментов, которые смогут выбраться. А сами камеры сделаны полностью литыми стенами и дверьми, как баковские ячейки, чтобы уж точно сдержать эксперимент, чтобы он не смог выбраться из заключения и дальше оставался наедине сам с собой. Причем на этом система безопасности не остановилась. Для поддержания спокойствия экспериментов, либо же полного усыпления, в камеры закачивался красный газ, который мы видели в третьей части. Да и занюхнули его и словили приход дважды. Как раз мы замечаем на этом моменте, где буквально вся комнатка в газе. Именно поэтому кругом проходят трупы с этим красным дымом. Но что-то пошло не по плану, и эксперименты смогли вырваться, пробить все 3 уровня безопасности и добраться до людей, которые не были к этому уж точно готовы. Самые сильные остались тут и начали бродить по всему складу, поедая всех игрушек, запрятанных в ящиках. А их тут горы, нескончаемые горы неживых игрушек. Хоть по плану так вообще и должно же быть. А без всяких придумываний о живых игрушках, чтобы... Да. Меня только заинтересовал Моник, стоящий на кресле в ресепшене, который своим единственным глазом, респект за такой выбор, палил все камеры. Так называемый камерамен от мира Поппи. Причем он как-то испуганно отнесся к нам, когда мы подошли к нему вплотную, будто этот и не хотел, чтобы мы раскрыли его секрет. И тут у меня есть 2 теории, кто бы это мог быть. Первая и самая очевидная — Уолли. Если кто не помнит, кто это неизвестный нам челик из 3 главы, который чекал нас все время по камерам и держал связь по телефону. Мы его никак не видели, даже намеков на него не было. Только Попа говорила, что он нам друг, и все. Остальное знать тебе не нужно. Причем он не только за нами следил по телефону, так еще всячески присылал ключи. А значит, у него должен быть доступ к панели управления. Если не всего комплекса, так хотя бы в доме приюта и, быть может, этого склада. И где и не располагаться, как на ресепшене. А?
Это действительно будет неожиданный поворот, когда окажется, что Уолли вообще яичный моник, который опять-таки непонятно почему решил нам помочь. Зато Поппи потом серьезным лицом скажет: а ты чё, не знал, что это ИИ, а не очередная игрушка? Ну ты и дал. Но при этом есть вторая, диаметрально противоположная теория, что он будет помогать новому антагонисту искать нас. И как мы будем мимо него проходить или же светиться на камерах, то сразу же будет триггериться. Но тут хз. Это предположение нечем подкрепить, поэтому я просто ее выдумал, основываясь на показанных кадрах в самом трейлере. Хотя этому все-таки я бы не рекомендовал бы сильно доверять. Ну а теперь самое главное, ради чего все собрались. Так кто же будет главным антагонистом этой части? Как я и говорил, да, думаю, это было вообще очевидно, что черная барашка Баба Чопс не является злодеем. А так, обычный ноунеймчик. Бояться убегать мы будем от этого нечто. Первый раз я даже не понял, что это. Кирби с веревками, рогат из удивительного цирка, и на третьем пересмотре я понял, что это Львумба. Слишком смешная морда не напомнила никак льва. Хотя, скорее всего, я просто невнимательно смотрел трейлер, потому что я только потом заметил его лапы, клыки на роже. Так что ждем, когда этот квадробер начнет за нами гнаться, а мы улетать от него на голубой руке. Несмотря на мой подробный разбор, как я его считаю, об этом льве мне пока что нечего рассказать. Ну, типа его показали, навели жуть, а потом чуть-чуть посмешили и все. Инфы 0. Хотя, если так подумать, то он вроде не обладает какими-то крутыми скиллами, как котик. Если он будет просто за нами бежать, будет не очень супер. Это будет настоящий даунгрейд, если не добавить что-то интересненькое. А, да, нам не дропнули точную дату релиза игры, и она все еще выйдет где-то в январе. Хоть я и не впал в экстаз от злодея, но сама атмосфера и окружение, где мы будем находиться, подогревает мой интерес к игре, и я с нетерпением буду ждать выход этой части. Фу, вроде бы я все тебе рассказал, что я смог увидеть и разобрать. Как тебе в целом этот трейлер? Понравился ли он? И есть еще что-то, что я не смог разглядеть и тебе рассказать? А с тобой был Андрей Марас. Благодарю за просмотр и продолжаем дальше активно следить за новостями по Poppy Playtime. 4 глава.